Сегодня мы поговорим о Geschützwagen Panther, и эта САУ является лучшей САУ на своем 7-м уровне прокачки. Играем мы на карте Штиль, но мы находимся в конце списка, но по сути это даже хорошо, так как за более высокого уровня противника нам дадут больше золота, опыта, всего остального. Поэтому на этой Джеу Пантер мы в этом матче сможем взять мастера, что не так уж и сложно. Просто все зависит немножко от удачи, но в основном от вашего мастерства. Вы должны всегда сводиться, всегда предугадывать и играть на САУ с умом. Плюсы этой САУ — это высокая скорость сведения, высокая скорострельность, а также высокая скорость передвижения. То есть мы сможем быстро менять позицию, что довольно приятно, но учитывая, что у нее большая скорострельность, вам лучше ее не менять. Если, конечно, вас не стрельнули, или вы уже поняли, что за вами следит САУ. Другая вражеская САУ. Еще один важный плюс данной САУ — это углы горизонтальной наводки. То есть мы можем крутить влево, вправо, и довольно-таки хорошие, как вы видите по мини-карте, углы горизонтальной наводки. И при этом она похожа по геймплею как Хаммел. Хаммел — это отличная САУ, но чуть хуже. Теперь давайте перейдем к минусам GV Panther. И первый главный минус — это ее высокий силуэт. То есть с маскировкой у данной САУ огромные проблемы. Но все-таки, если поставить маскировочную сеть, то это может помочь. Но это не так важно, потому что мы должны поставить туда досылатель крупного калибра для сведения и подзорную трубу, чтобы дальше видеть. И второй главный минус данного агрегата — это низкая альфа, всего лишь 680, а при этом это осколочно-фугасные, значит мы будем примерно по 200-300. Иногда залетает все 500-600, но это такие, типа Ебер-Хоч, которые легкие танки, иногда в САУ, потому что некоторые САУ более-менее бронированные, и вы не можете их ваншотать, если прям точно не попадете в рубку. Потому что многие САУ с открытой рубкой. Это тоже небольшой минус, но несущественный. Просто из-за этого вы не можете поставить вентиляцию, которая могла бы решить некоторые проблемы данной САУ. Иногда мы критуем, иногда мы поджигаем. Если нам везет, мы наносим много урона, особенно легким танкам противника. И также главный, ну как не главный минус, у него у этой САУ есть минус в том, что разлет осколков всего лишь 8 метров, а голдовые снаряды, которые стоят на 5000 за каждый выстрел, что очень много, вам будет стоить 5000, и при этом увеличивается только на 1 метр разлет осколков. Урон не увеличивается, ничего не увеличивается абсолютно. 1 метр — это ничто абсолютно. Если бы увеличилось метров на 5-7, тогда я понимаю, тогда было бы намного лучше, но при этом это сколько нужно денег тратить. И на этой САУ особо не заработаешь много, но она приносит... Вы можете играть на ней в плюс. Самая прибыльная САУ, по моему мнению, да и по мнению большинства, это Хаммел, самый лучший 6 уровня, который идет перед GV Пантера. Но на данной карте в районе гор есть некоторые места прострела, в которых часто эти попадаются ложки, скажем так. Вот, видите? Изи, изи. И учитывая, что средний урон для 3 отметок считается вместе с вашим уроном и уроном по вашему оглушению, а еще иногда вы можете еще и сбить гусеницу, а гусеницу сбивается иногда даже дольше, чем само оглушение, ведь минимальное оглушение всего лишь там где-то около 8-9 секунд, максимальное 16-18, но при этом максимальное, ну, очень редко-редко. При этом изредка везет, что вы стрельнули, не сведясь, ничего, и он просто попал прямо в точку и уничтожил светляка. Там с хп 600, ну 600, да, потому что 680 это наш максимальный урон, и по нему полностью пробило. То, что у него брони, блядь, нету никакой вообще абсолютно. Шансы на победу у нас отличные с самого начала матча, когда мы начали, скажем так, помогать и тащить. Ну, мало матчей, когда САУ вообще тащит, но иногда она очень сильно помогает, учитывая, что я примерно 5500 в конце этого матча нанес. Я вам покажу, конечно же, если вам будет интересно, а вам будет интересно.
И поиграв примерно 100 матчей на данном агрегате, вы уже примерно понимаете, с какой скоростью летит снаряд, примерно на каком расстоянии, когда попасть, как он летит примерно, какие перепады высот, как вы стоите. В общем, все то, что вам необходимо знать. А вот гриль, который на 5 уровне, да, ну и мы не будем возвращаться к тем, кто на 4 уровне и меньше. Хотя они не самые плохие. САУ, конечно, но не самые лучшие, если я вам так скажу. Так что лучше начинать с гриля. У гриля хороший, получается, скорострельность у него хорошая, но при этом очень маленькая альфа, при этом маленькое оглушение, время оглушения минимальное, да и максимальное тоже практически нету. И последнее, это то, что очень узкие углы обзора для того, чтобы выстрелить. В этом его почти что главная причина. Сейчас мы его ваншотнем, 100%. Вот и все. САУ уничтожена. Так иногда можно выслеживать по трассерам эту САУ. Просто иногда бывает, они передвигаются, а это уже сложнее. И вы должны тоже так же делать, чтобы перехитрить противника. Но иногда бывает, что пару моментов было такое, что в меня стреляли, мне половину лица снесли, поэтому с собой возим все-таки аптечку, огнетушитель. Иногда я поджигают, ну очень редко. То что либо нас ваншотят, либо такие моменты бывают. Редко, но очень. Ну, бывает. В таких моментах лучше все-таки иметь это. Потому что все остальное, как бы, а зачем вам все остальное? Ну да, там, может быть, какие-то... Ну, бензин разве что будет активным, и то. А зачем он? У вас и так более-менее 46 километров это его максималка по прямой. Ну, не в горку, конечно. С топовым движком. Так что решайте сами и думайте сами. И ваши тиммейты по вашему оглушению, а иногда и сбитию гусеницы, могут очень много настрелять. Бывает, что вы на этом только и возите матч. Так что ваши тиммейты в этом случае ваши огромные друзья. Вот так мы и побеждаем игры на этой САУ. И по итогу мы получаем медаль мастера, медаль костолома, медаль гора за то, что мы восьмикратно превысили прочность собственной машины, нанесли урона столько. И медаль поддержки за это получили 4 бона, 2400 опыта и всего лишь 35-400 серебра, которые, блядь, практически не окупает, блядь, при боеприпасы, если честно. Теперь остановись, стой! Поставь лайк под видео, подпишись на мой канал и оставь комментарий, играл ли ты на GV Panther и как у тебя дела с ней. Пока!